очень больно и улетела. Это конец. Страшный диагноз. Газовая гангрена. Дают антибиотик, обезболивающий и отправляют домой. Но, как оказалось, это не было самым страшным. Птица до операции не дожила. Мучительно умерла. В общем, мы перешли из смотровой в операционную, пошли производить аутопсию, вскрытие. Привет, меня зовут Снежана, и давненько меня не было на этом канале. И сегодня будет история, мимо которой я не могу пройти. История жизни и смерти попугая Жако, птицы, которую очень хотели в семье, но которая мучительно умерла. И я как никто знаю, что очень больно терять, отдавать птиц. И да, я оставлю историю Лаки, которую я лечила, я не буду ее дублировать, но я понимаю, насколько сложно лечить питомца. И одно дело, когда ты пытаешься вылечить больное существо, у которого маленький шанс, что он выздоровеет. А другое дело, когда ты покупаешь якобы здорового попугая, тебе обещают, что он будет с тобой жить долго и счастливо, но это долго и счастливо не случается. Ну, давайте начнем историю с самого начала. У нас есть владелец, который переехал из Украины в европейскую страну. И так случилось, что она долгое время держала попугая. Всю жизнь она мечтала о попугае Жако. И, накопив деньги, эта мечта осуществилась. 28 мая у них дома появляется попугай Жако. Кажется, ну все, здорово, дальше жизнь будет только лучше. И как многие заводчики и владельцы в Европе обещают, что вот она Европа, доступ к лучшему обучению, к лучшему образованию ветеринарных специалистов, лучшие эвиари и заводчики. Но с первых дней начались проблемы, и это были маленькими звоночками. У попугая был плохой помет, и на самом деле это может заметить только человек, у которого до этого жила птица. Тем не менее, владелица это заметила и провела курс препарата. От этого момента и далее птица казалась абсолютно здоровой и счастливой. Но ключевое слово «казалось». О том, как можно было заметить болезни, на что стоило обратить внимание и признаки того, что птица была уже в ужасном состоянии, расскажет ветеринарный врач Валентин Козлицын. Ссылку на его видео на эту тему о этом попугае я прикреплю в описании и в закрепленное сообщение под видео. И поскольку наша владелица уже имела до этого попугаев, для ее было не новостью, что птице нужен свежий воздух, полет и солнце. И тут каждый выбирает, что считает нужным. Можно выносить птицу в клетке на улицу под солнышко, можно ставить ультрафиолетовые лампы, совмещая с солнышком. Можно обучать птицу фрифлаю. Если вы еще об этом не знаете, то о пользе ультрафиолета я написала несколько постов в Инстаграме, также оставлю ссылку на Инст. Но не будем об этом. Владелица остановилась на полетах на шлейке. Пожалуйста, будьте внимательны, когда вы это выбираете. Возможно, в вашем случае это не стоит выбирать и вовсе, если птица не обучена и колл-тренингу или фрифлаю. Место для полетов они выбрали огромный прекрасный парк у них дома. Но, как я говорила, у владельца не было опыта столь большой и сильной птицей. И это место, к которому крепилась шлейка, была на резинке. И рывком сильным птица дернула и улетела. Это конец. Но нам, казалось бы, повезло. История заканчивается хэппи-эндом. Птицу практически в тот же вечер-ночь приносит орнитолог. И вот, ура, птица дома, все счастливы. Единственное, что потом стоило обратить внимание, ужасно грязная переноска, в которой вернули птицу. Но владельцы сказали, что птица осмотрена врачом, не переживайте. И она не переживала, она не повезла в тот же момент птицу к врачу. Но на лапке осталась рана, царапина или что произошло с птицей, мы не знаем. 5 дней лапа не заживает. Владелица решила осмотреть лапу, посмотреть на тот травмированный пальчик, вскрылся гной. Казалось бы, уже зажившая рана, из нее начал сочиться гной. Владелица испугалась. Но воскресенье, Европа, никто и ничто не работает. Она дождалась понедельника и записала птицу к ветеринару на ближайшую дату. Ближайшей датой оказалась суббота. И представьте, этот промежуток целая неделя. Вам придется ждать и смотреть на больную птицу. Понедельник, вторник, среда. Птица становится еще хуже. Владелица срочно перезаписывает в другую клинику на срочный прием по скорой попугая. Она его привозит. Рентген. Птице ставится страшный диагноз – газовая гангрена. Дают антибиотик, обезболивающие и отправляют домой, дожидаться пятницы и ждать операции по удалению пальца. И вот здесь уже многие бы запаниковали. Как же так? Птица инвалид, такая молодая. А птице нет и года. Но, как оказалось, это не было самым страшным. Птица до операции не дожила. Здесь мне очень тяжело говорить, поэтому частично
Я буду вставлять фрагменты истории владелицы. В общем, мы перешли из смотровой в операционную, пошли производить аутопсию, вскрытие. Первым делом отрезали палец, который планировалось отсекать на операции. Некроз ткани был абсолютно, стопроцентный. Кость и ткани все были некротированы. Далее я хотела оставить себе кольцо на память, которое было на той самой лапе, с которой начался некроз, поэтому пришлось отсекать всю ладонь. И когда была отсечена ладонь, стало понятно, что некроз распространился выше. И если бы оперировали, то тоже отрезали бы и ладонь дальше. Процентов 60-70 ладони тоже были некротичными. Дальше мы стали смотреть культю саму. Культя была тоже с признаками некроза. В дальнейшем мы стали ощипывать перья некротированной лапы для того, чтобы понимать, насколько высоко поднялся некроз, чтобы понимать вообще, в принципе, если бы происходила операция, то удалось ли бы нам спасти попугая или нет. Соответственно, что я это все дело видела, и вплоть до того, что поднялось и зашло на бок, то есть вот от уровня окончания крупа до хвостовой части попугая все было некротировано. То есть там прям вот полоской было. После чего мы развели вскрытие самого тела для того, чтобы посмотреть на состояние внутренних органов. По результату вскрытия бактерия, вызывавшая гангрену, проникла в кровь, то есть попала в кровоток, потому что начался некроз глубоких вен, полностью были поражены почки, они были в состоянии, в котором полностью отказанные почки, они превратились просто в труху. Вся жидкость, которая должна была выводиться, она вся осталась в полости, в животе у птиц. Сердце было в нормальном состоянии, были некоторые повреждения печени, но не некротические, а такое ощущение, будто птицу в крайне юном возрасте лечили антибиотиками, либо давали антибиотики для профилактики, чтобы продать, потому что печень выглядела видоизмененной немного. Вот казалось бы, конец истории, птица мертва, но остаются люди, которые горюют. Ребенок, который потерял маленькое живое существо рядом, владелица, которая мечтала и потеряла свою мечту. Они открыли сбор на попугая и даже продублировали эту историю. Я оставлю ссылку вам в описании. Но сможет ли новое существо заменить старого? Я думаю, нет. Но оно может стать каким-то родным и близким. Как вы считаете? Соответственно, что данная ситуация, во-первых, это огромный удар по нервной системе, как моей, так и моего ребенка. Я сыну без мелкого 4 года. Ребенок уже который день плачет, что нету его любимого попугая, что нету его лучшего друга. Спрашивает, где он, хотя ребенку я тоже объяснила. Собственно, на сегодняшний день по причине всех вот этих ситуаций открыт сбор денег, потому что деньги, которые были потрачены на покупку попугая 2 месяца назад, естественно, никто не печатает. И сколько бы человек ни зарабатывал, как-то не готова я покупать каждые 2 месяца попугая Жаку. Я напоминаю, что все ссылки, о которых я говорила, весь материал будет продублирован в описании. Вы можете поделиться своими историями в комментариях, и тогда мы будем знать, что такие люди не одни. И не всегда стоит доверять всем и каждому заводчикам, либо же тем, кто говорит, что ваша птица здорова. С вами была Снежана и канал Bird Space. Я буду благодарна, если вы подпишетесь, поставите лайк и, главное, поделитесь этим роликом. Поделившись этой историей, вы помогаете углублять знания общества в сфере птиц. Что ж, до скорых встреч. Всем пока.